Ну что же, я всех рад приветствовать, с вами снова эфир и добро пожаловать на продолжение прохождения сборочки нейрогенез нашей новой рубрики. Ну что же, начинаем. Вот, друзья, что же было в прошлой серии? В прошлой серии было много всякого интересного, ведь, собственно, мы начали изучать Create. Вот, собственно, вот он выглядит. У нас вот такая вот теперь ферма автоматическое дерево, которое вот нам вот столько уже дерева добыло за это все время. Воу, вот опять дерево убило. Мы также сделали алмазную кирку, пошли в Незер впервые, получили довольно много всяких интересных ресурсиков. И соответственно, что мы еще сделали? В целом больше ничего. Мы занимались креатом, мы делали тут всякие прикольчики, вот такие вот интересные механизмы, вот это вот все. И что же? Какие моды на этот раз к нам пришли в наш мир нейрогенеза? Пришел мод Механизм, пришел мод Махао Цукай и пришел мод The Undergarden. Я, честно, не знаю о Махао Цукай и Undergarden вообще ничего. Механизм я знаю, но вот этих остальных двух модах не знаю. И, соответственно же, нам нужно решить, какие моды от вас-то придут. Какой там один-то мод придет. Соответственно, у нас сейчас получается 5 модов и... Получается выбирать. Это у нас Ascent Вампиризм, Iron Principles Books, Ars Noviau и Reds. Еще, кстати, хотели... Сейчас скажу, подожди. Значит, смотри, добавилось 2 новых мода. Draconic Evolution и Origins. Теперь у нас получается 7 модов. Давай тогда от единицы до 7. И выпадает нам число 2. Это мод Вампиризм. Что же, сейчас, секундочку. Ой, здравствуйте, мир прогружается. И что же, давай проверять. Значит, соответственно, механизм. Есть такое. Дальше, The Undergarden. Есть такое. Махао Цукай есть такое, и, соответственно, вампиризм, соответственно, тоже есть. Отличненько. Собственно, всем привет. Кстати, пока там серию не начали, там телеграм-канальчик в описании, там очень много всяких новостей выходит, там это самое, подпишись обязательно. Вот, и на канал там не забудь подписаться, тоже лайк поставить, это тоже очень важно. Соответственно, на чем мы остановились в прошлой серии? Мы остановились на том, что нам нужна латунь, нам нужно очень много латуни и очень много железа. Вот, да, то, что нам нужно железо. Здесь, смотри, очень много дерева уже улетело. Надо садить, надо высаживать, потому что дерево сейчас у нас автоматически, увы, не садится. Да, потому что нам нужны специальные руки, благодаря которым будет ставиться как раз-таки эти саженцы дерева. И у нас как раз-таки для этих деревьев, точнее, для этих рук нету как раз-таки чего? Правильно, нету как раз таки латуни, потому что, напомню, крафт выглядит он вот таким вот образом. Нужен латунный лист, для которого нужен латунный слиток, а для него нужен нам механический смешиватель, для которого нужен венчик, для которого нужно железо, которого у нас, увы, к сожалению, нету. Но это в целом не проблема, ведь у нас есть такая штучка, как Twilight Forest, а мы, не забываем, нашли еще во второй серии холм, в котором довольно много... Ты чё сожрал? А ну иди сюда, дай мне мой тростник! Понятно, он еще... Мало того, что эта штука мне сожрала мой тростник, так еще и этот самый, еще и не вернула мясо. Вообще жесть, капец. Окей, тогда давай смотри что, давай смотри как. Куча руды, телепорт. Сейчас мы телепортируемся в измерение Twilight Forest и добудем кучу руды. Вот, здравствуйте. Я, кстати, еще установил мод, который добывает очень много жил. Это вот такой мод, который позволяет делать вот так. Не знаю, насколько это, конечно, будет честно, да, так скажем. Но, честно говоря, мне было бы очень удобно с ним играть, потому что, по крайней мере, будет гораздо быстрее все делаться, и гораздо быстрее все будет продвигаться в плане развития. Поэтому, друзья, не обессудьте, я понимаю, возможно, вашу критику в плане этого добавления, но, ребят, это зато очень удобно, смотри, зато у меня уже куча ресурсов почти. Воу! Вот это опасно, вот это опасно, вот это очень опасно, у меня же нету могил, у меня же нету ничего. Так, спокойно, все в порядке, куча редстоуна, хи-хи-хи, ха-ха-ха, скелеты, здорово, куча паучков. Вот, смотри, какие-то непонятные существа. Воу! Ауч! Это, конечно, сильно неожиданно на самом деле. Блин, не хватает моды на могилы, черт возьми. Я опять умер. Ага. Интересно, однако. Так, друзья, я снова здесь. Здравствуйте.
Дай мне, пожалуйста, обратно мою броню. Блин, я где-то... Где мой меч? А вот еще вещи мои. Нормально. Все в порядке, все хорошо. Я тут и светокамнем свечу, и всем, чем только можно. Только вещей, кстати, я своих не вижу. Точнее, ну меча, по крайней мере, я своего не знаю. Да, смотри, его даже на карте нигде нету, видишь? Видимо, у меня его кто-то украл. Вот это неожиданно. Я знаю то, что здесь есть спавнера, кстати. Магниты какие-то. Подожди, добуду. Все, я пошел гулять. Тут куча спавнеров. Золото, алмазы. Так, давай прыгай сюда ко мне. Я сейчас вас переубиваю. Нормально. Порядочек. У меня, смотри, есть какой-то магнит. Что он делает? Я так понимаю, то, что он притягивает руды, да? То условно вот железо будет притягивать, да? Ну, что-то я как-то не замечал. А, он ко мне тянет. Ты понял? Он ко мне целую жилу подтянул, я так предполагаю. Не, ну ладно, полезный предмет, так уж и быть. Только учитывая, сколько у меня дерьма в инвентаре, конечно, это такое себе, на самом деле. Я вообще не планировал сюда спускаться, на самом-то деле. Так, я планировал просто прийти, вот взять немножко железка поддобыть. Вот тут еще немножко железка поддобыть. Вот тут еще можно. Вот это еще можно железка добыть. И все. И больше ничего я не планировал. Честно. Ха-ха-ха. Хи-хи-хи. Сундук. Куча слитка железного дерева. Не знаю, что это за дерево. Дай. Спасибо. Я пошел. Я просто пошел. Все, я пошел. О, куча железа. Это все, конечно, очень круто, но у меня теперь места даже под это железо, кстати, нет на самом деле. Так-то очень... Ну, знаешь, это очень хорошо, с одной стороны. А испольно. Куда? Вот сюда. Все, до свидания. Кстати, целый блок нам выпал. Это очень хорошо. Ай! О, все. Они себе между собой дерутся. Нормально. Кстати, у этого кента очень много урона, на самом деле. Во, это еще кто? Вот это, подожди. Вот какие-то новые существа. Так, ладно, давай, база. Домой телепортируемся, потому что это, я чувствую, будет сейчас именно очень фатальная ошибка, на самом деле. И ложимся спать. Ой, доброе утро. Утро начинается с жестких переплавок. Смотри, что мы делаем. Сюда пусть, ладно, золото идет. Значит, что мы делаем? Мы сейчас закидываем несколько так называемых... Ну, ладно, стак закину. Так уж и быть. Сейчас что мы делаем? Мы сейчас делаем очень крутую штуку. Я хочу сделать вентилятор в корпусе. Делается в целом он довольно просто. За исключением того, что нам нужно сделать пропеллер, который делается в целом тоже довольно просто на самом деле. Но нам нужно немножечко подождать, потому что железа у нас пока что, увы, к сожалению, нету. Но сейчас оно у нас быстренько появится. Все, 7 штучек есть. Давай пошли положим его в наш пресс. Это нам нужно в депо убрать. Чашу нужно, точнее, убрать, а депо поставить. Значит, смотри, 4 штучки, пусть они сразу же делаются. На самом деле, кстати, нам нужно больше. Но пока, ладно, пока так уж и быть не сильно много. Хотя, а чё? Нам же нужно сколько здесь? Еще раз, два, три, 4, 5, 6. А у меня сколько? 3. Это мне нужно еще 3 слитка сейчас взять, чтобы ровно 6 было. Вот, кстати, ровно 6 как раз таки. И подкинуть еще немножко железа, дабы уже все, как говорится, доделывалось. Вот, пожалуйста. Пусть себе оно все спокойно делается, дерево добывается. Отлично. Значит, мы сейчас сделаем смешиватель. Мы сейчас сделаем, получается, вентилятор в корпусе, и я покажу, как эта штука у нас работает. А работает она, поверьте мне, очень и очень круто. Интересно мне знать, что это за мутагенный мешок. Скорее всего... А, это еще Twilight Forest, кстати. Он что-то делает, но что непонятно, что он делает. Он у нас превращает... А, смотри, маленькую птицу-попугая, слизь лабиринтов, слизня. Короче, превращает монстров... из Twilight Forest в монстров на этот самый, в обычный Майнкрафт. Интересно, прикольно, спасибо. Я бы еще, кстати, с вашего разрешения хотел бы себе мечик сделать, потому что у меня меч, по всей видимости, кто-то подукрал. Это мне на самом деле не нравится. Это нет, спасибо. Всякий мусор выбросить надо. Все, окей, смотри. Наше железо что там? Потихонечку долбится. Это хорошо. Нужно подготавливать. Хотя нет, у меня в целом все остальные ресурсы подготовлены уже, по факту. Потому что мне, считаю, нужно лишь андезитовый сплав, там, андезитовые корпуса. А корпуса у меня где? Где у меня вообще все связано? Походу нет ни корпусов, ничего. Мне нужно отдельный вот сделать, знаешь, вот такой вот сундучок, чисто отдельный вот для креатора.
взять все, что связано с креатом, и запихнуть исключительно туда. А нет, вот еще, кстати, 5 есть. Нормально все. Все в порядке, все хорошо. Давай тогда перетащим куда-то вот сюда, поставим где-то тут еще сундучки. Отлично, и смотри, у нас есть и то, и то. Ну в целом у нас все есть на самом деле. Мы можем уже начинать что-то придумать. Это очень хорошо, друзья. Потому что, смотри, мы можем сейчас сделать пропеллер. Нам нужно еще будет, кстати, валеный сделать. И мы сможем сделать сейчас и вентилятор в корпусе, и недалеко отходя от кассы венчик. И еще раз недалеко отходя от кассы, нам не хватает одной доски. И еще есть смешиватель. Кстати, учитывая то, что для этого смешивателя тоже нужна шестеренка, для того, чтобы он работал. Не как вал, шестерня. То есть нам нужно будет все сейчас в валы превратить и сделать с помощью этого шестерню. Но интересный вопрос, как делается большая шестерня? Объясню, зачем нужна она чуть попозже, ведь... все, увидел. Нам нужно штучек 5, наверное, сейчас пока сделать. Показываю наглядно. У нас будет чаша, я думаю, стоять где-то рядом в целом, потому что почему бы, собственно, и нет. Вот, пожалуйста. И смотри, в чем заключается соль. Для того, чтобы придать этому механизму вращения, нам нужно подключить к нему, правильно, шестерню. Для того, чтобы этот механизм работал на нужной скорости, потому что, давайте я вам так уж и быть покажу сейчас. Правда, мне не хватит корпусов, хватит передачи. А для этого нужно сейчас немножко, потратиться. Одну штучку придется использовать, а тут еще придется сейчас... шестерней очень мало. Очень мало шестерней. Потому что здесь, считай, мне нужно еще 2 сделать. Как минимум. Потому что мне вот здесь нужно сейчас будет повернуть вращение. Здесь мне нужно будет вертикальное вообще вот сюда втыкнуть. Это выходит, мне еще одну нужно сделать. Но мне не хватает буквально всего. Это, кстати, очень плохо. Это, ребята, очень плохо, потому что у меня андезита, скорее всего, у меня андезита нету. У меня где-то есть метка. Вот андезит. Можно сейчас ткнуть. Но, правда, тут не копается эндезит, тут копается все, что связано с камнями. Кстати, это же вроде бы медь у нас, если не ошибаюсь. Да, это медь. Это нужно учесть. Давайте немножко камня добудем. Все, думаю, 56 андезита нам хватит с головой. Сейчас мы превращаем это все в сплавы. 28 штучек вполне себе. И давай сделаем еще кучу валов. Сказал, очень много. А все остальное потратим на... андезитовые корпуса. Почему? Потому что правильно так надо. Готово. Теперь мы можем сделать сейчас еще 2 таких предмета. Только нужно сделать еще 4 шестерни. Мне, кстати, не хватает немножко досок. И вроде бы даже одной нам хватит, да? Да. И одной нам хватает. Вот, смотри, в чем нюанс. Вот, видишь, венчик работает. Но похоже, что этот компонент работает с недостаточной скоростью. Это, кстати, реально факт. Как же это пофиксить, спросишь ты меня? Сейчас тебе расскажу. Суть заключается в том, что нам нужно ускорить вращение. Для того, чтобы нам ускорить вращение, нам нужно взять вроде бы маленькую шестерню, подключить к большой, и вроде бы таким образом у нас будет крутиться она, как-то вроде гораздо быстрее, или наоборот, маленькую шестерню, точнее сначала большую, потом маленькую, потом опять большую, потом опять маленькую. Вот, да, видишь? Ускоряется. Но, к сожалению, видишь, у нас не хватает мощности. Потому что если я условно сейчас подключу... видишь, пропала надпись. Это значит, что мы в теории сейчас можем взять вот эту горелочку, поставить ее вот сюда, пойти сейчас взять довольно много и цинка, и меди. Да, даже, я думаю, ровно по 14 штучек. Также взять немножечко угля. И смотри, что мы сейчас сделаем. Мы закидываем медь и цинк в чашу. Раз, два. И даем кучу угля. Я забыл подключить. Все, видишь? Началась работа. Это очень хорошо, потому что у нас новое достижение смешать, но не взбалтывать. И где-то вон там у нас, видишь, крутится. Это очень хорошо. Также давай попробуем поставить вентилятор в корпусе. Вот, соответственно, он. Но есть маленькая проблема в том, что, видишь, если мы поставим, например, вот сюда, он будет притягивать. Но если мы поставим вот в эту сторону, он будет, наоборот, оттягивать. И как раз вот этот режим мне и нужен. Мы сейчас берем, делаем плиты. Делаем вот такую небольшую схемку. Вот так. И, кстати, 28 латунных слитка есть. Реальный сплав. Я на самом деле думаю, что эти сразу же можно слитки отправлять на латунные листы. Потому что вот смотри, условно для одной руки нам нужно 4. Так как нам нужно как раз 4 руки, нам по факту нужно 20 латунных.
происходит. А это кто сейчас погиб? Не знаю, кто там сейчас погиб, конечно. Ладно. Да, нам как раз-таки нужно 20 ровно слитков преобразовать в пластины, поэтому пусть идут они делаться. Ну и, собственно, все, да. Сейчас мы возьмем ведро, телепортируемся на метку обсидиан, не зря я это делал. Возьмем лаву. Давай сразу же возьмем очень много железа. Да, в целом, я думаю, даже реально все можно взять. И обязательно поспать. Вот на такую голову это лучше. Ой, доброе утро. Так, давай. Вот туда мы ставим ведро лавы. И видишь, теперь эти частицы светятся вот таким вот оранжеватым светом. И если мы сейчас кинем все железо вот сюда, у нас, видишь, начинается какой-то процесс чего-то. Начинается именно какой-то жесткий, какой-то страшный, какой-то прикольный, какой-то жесткий процесс. Что это за процесс, сейчас в целом вы увидите. Через некоторое время это все железо у нас будет преобразовываться в кое-какой материал. Вернее, ну как кое-какой материал? Этот материал вам всем известен. Это у нас будет железные слитки. Да, друзья, эта система работает так же по факту, как и печка, но все, у нас все железо переплавилось, все готово. У нас все готово. Пожалуйста, куча железа. Также можно поступить и с медью, также поступить и с остальными рудами, которые только существуют в этой сборке. Да и в целом вообще в Майнкрафте, что можно переплавить, все делается. Но только кроме еды, конечно. Там нужно другую систему, там нужно огонь использовать. И что же, у нас потихонечку делается, да, я так понимаю, уже даже сделалось у нас пластинки. Правда, что-то маловастенько, что-то не все. На тебе еще 11 слитков. Что так маловато ты сделал? Или ты просто... Блин, на самом деле он очень медленный. Мне, блин, это не нравится. Видишь разницу? Вот это вращение и вот это вращение. Я на самом деле думаю, знаешь, как сделать? Смотри. Я на самом деле думаю, что можно сейчас попробовать придать вот этой вот машине вот такое вот вращение побыстрее. Вот, смотри, видишь, как она начала гораздо быстрее работать? Вот это то, что нам как раз таки надо. Но нужно не забывать о том, что данные колеса в скором времени перегрузятся. Потому что у нас сейчас механизмы довольно мало хавают электрокинетической энергии, да? И сейчас механизмы в целом работают исправно. Но чем больше мы будем добавлять механизмов, тем меньше мы сможем делать и скорости, потому что будет тратиться кинетическая энергия. Для того, чтобы смотреть как раз таки эту нагрузку, нам нужен специальный стрессометр, который делается с помощью спидометра, а в ту же очередь он делается с помощью корпуса и компаса. Как раз, кстати, это я хотел бы сделать, потому что делать это в целом довольно просто. Это нам нужно буквально взять вокруг, сделать сейчас 2 компаса, но, блин, у меня нету редстоуна. Это, кстати, очень плохо. Я бы на самом деле, знаешь, что бы сейчас сделал? Я бы сейчас сделал еще одну кирку, поскладывал бы все предметы и отправился бы в Twilight Forest, дабы добыть еще больше. Потому что почему бы, собственно, мне кажется, и нет. Все остальные предметы, конечно, да, мне желательно бы повыкладывать, потому что они мне, ну, не то чтобы сильно нужны. Например, магниты там, ну, вот это ладно, так уж и быть. Вот палки держи, морковку вот сюда, карту, ладно. Куда я палки-то выложил? Мне нужны палки, чтобы кирку сделать. А вот, соответственно. Также не забываем то, что у нас есть рюкзак, который открывается на кнопочку Б. Вот, можно будет сюда подкладывать. Но давайте мы его немножечко прокачаем. Делается это в целом довольно очень просто. То есть нам нужно буквально взять рюкзак и обложить его железом. Железный рюкзак. И золотом. Золотой рюкзак. И вот сколько теперь места. Больше? Конечно же. И давайте полетим, да, давайте, почему бы и нет, давайте телепортируемся в кучу руды. Сейчас нам по факту даже не надо какие-то, знаешь, планировать всякие обходы, приходы. Нам сейчас нужно просто не умереть здесь сразу же. Беги, 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 беги. Нужно поубивать сейчас эти... Куда моя кирка выбросилась? Что это за киндеры? Так, он меня как-то хочет аккуратно обижать, а я не промах, я крутой. Вот, кстати, тот называемый редстоун. Тут у нас куча всяких прикольных предметов. Это я, пожалуй, возьму с собой. И что, давай я сейчас просто здесь понадобываю все, что только можно. И вернусь. Ух, ну что же, немножко руды добыл, соответственно, чуть-чуть совсем. На самом деле очень мало золота добыл, прям очень мало золота на самом деле добылось. Вот прям, ну, железа много, всего остального много. Да, меди в особенности прям до хрена, я бы сказал. Но вот золотом есть небольшая проблема, действительно, потому что маловато. Прям золота очень мало, но мне золото не сильно прям шибко как и надо. Мне, кстати, интересно... Не, к сожалению, так не можно сделать. Ну ладно. Вот, очень много руды, очень много
светокамня. Редстоуна, кстати, маловато. Я добыл почему-то, кстати. На самом деле, я думал, гораздо больше будет. Ну и да, все ресурсы потрачены, все 2 кирки ушло на это. Алмаза, кстати, тоже не добыл. Такое, знаешь, чисто пришел, ушел, такой чисто, что зачем я приходил вообще, почему я туда вообще заходил. Зато 26 уровень нафармил. Вот это, кстати, прям прикольно. Но, блин, на самом деле, до сих пор у нас здесь большая проблема заключается она в том, что у нас место в инвентаре, вообще в сундуках в целом, у нас 0. Мне бы желательно мод на улучшение так называемых сундуков. Было бы очень, на самом деле, прикольно. Но, блин, увы, нету. И что нам надо? Нам надо было редстоун, если не ошибаюсь. Потому что нам нужно сейчас брать кучу кварца и переделывать этот весь редстоун в так называемое, вот они. Вот электронная лампа, полированный красный камень. Вот в этот вот красный так называемый кварц. Нам нужно его 4 штучки, потому что нам нужно 4 руки. И также нам нужна какая-то наждачная бумага. Это просто песок и, соответственно, бумага. Крафт на самом деле довольно легкий. Теперь мы берем правую руку или любую другую руку розовый кварц и начинаем его полировать. Вот, пожалуйста. Просто вот таким вот незамысловатым образом начинаем его натирать. Все, пожалуйста, 4 полированных розовых кварца у нас есть. Супер заряжен, достижение получаем, все обратно можно возвращать. И что же еще? Железные листы. Я бы на самом деле даже целый стак бы отправил бы туда сейчас. У меня целый стак железных листов был бы. Даже, кстати, я бы так сейчас и поступил. На, делай. Все, 20 латунных слитков у нас есть. Точнее, листов. 4 полированных кварца есть. Железные листы сейчас вот доделываются. Вот 4 штучки. И, соответственно, мы можем сейчас это соединить с так. И получается у нас 4 электронных лампы. Отлично. Далее. Нужны руки. Для рук нам нужен андезитовый сплав. Блин, а я весь андезитовый сплав всрал, да? Да, я весь андезит всрал. Блин, ну придется еще раз идти сюда и добывать еще больше андезита. Кстати, еще проблема заключается у нас в том, что вот смотри, я куча добываю, да? Да, я попал. Куча, да, условно добываю того же самого андезита, условно. Кстати, вот это нам надо. Это, конечно, очень все круто, но у меня еда тратится просто трэш. У меня еда улетает чуть ли не моментально. И это, кстати, довольно большая проблема. Ведь, ну, по факту я бы вот столько же примерно потратил бы еды на добычу всей той руды, которая была в Twilight Forest. Вот, но как есть, так и есть. Давай тогда возьмем кучу железа. На этот раз будем железо использовать для андезитового сплава. Делаем целый стак и еще один целый стак. Думаю, этого будет нам, ну, на первое время хватать. И пошли делать лампы, да? Все, что нам остается, это сделать лишь лампы. По сути, у меня все уже предметы есть. Давай мне... Блин, кстати, борщи на 4 руки. Ну ладно, зато немножко лишнего. И нам остается лишь, выходит, просто андезитовый корпус, да? Просто андезитовый корпус. И у нас что? 4 автономных активатора. Получит. Ой, что это получается? Мы теперь можем сделать очень крутую ферму дерева. Только дай мне, пожалуйста, довольно много, на самом деле, сейчас дерева, для того, чтобы я мог сейчас формочку красиво пририсовать, так скажем. И дай мне, пожалуйста, клей. Спасибо большое. И что? Теперь смотри, что нам нужно сделать. Нам сейчас нужно остановить вращение. Для того, чтобы вот, оп, все остановилось. И смотри, что мы делаем. Мы берем теперь... Делаем вот таким вот замечательным образом в целом все. Просто делаем вот так и ставим, выходит в нижнее положение вот таким вот образом наши руки. Но перед этим давайте еще возьмем также саженцы, для того, чтобы вот в эту вот штучку положить саженцы. И вот теперь можно спокойно взять и случайно не так сделал. Раз, 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 раз. Раз и раз. Все. Теперь каждый раз, как мы сейчас, допустим, условно возьмем и все саженцы отсюда возьмем, да, мы можем на каждую руку условно вот по полстака закинуть, условно, да. Вот мы можем взять в руку вот так вот, оп, положить эти все саженцы. Теперь нам обязательно это все, конечно же, нужно еще склеить. Само собой, со всей этой конструкции, вот вам, пожалуйста, чтобы это все было единое целое склеенное. И вот сюда можно вернуть обратно все саженцы. Теперь, по сути своей, если мы запустим всю систему, у нас вроде бы начнет все работать. Да, смотри. Так, почему-то... А, нет, все нормально. Вот, видишь, добывается дерево у нас. И вот, смотри. Саженцы идут, саженцы идут. Теперь мы, по сути, можем сломать эти все доски, потому что они нам буквально не нужны.
Вот, потому что у нас сейчас все руки будут ставить автоматически вот прям на весь предел, который может добыть наши пилы. На весь предел будут ставиться эти вот как раз таки саженцы. Все, теперь это, могу сказать, полной уверенностью, полностью автоматическая ферма дерева, которая будет работать вечность. Вот я уйду куда-то, поставлю тут загрузчик чан, будет вечность. И это очень круто, ведь у нас теперь есть возможность сделать что-то новое. А новое именно что? Новое именно я хотел сделать еще... Блин, на самом деле нам пора делать потихонечку колеса, вот эти дробления, вот эти вот. Но для этого нужно вот это. Нам нужно 7 сделать таких крафтов. 7, да? 7. Это 7 латунных корпусов. Это по сути те же самые андезитовые корпуса, только вместо андезитового сплава мы используем латунь. Ну и соответственно 7 электронных ламп. Это нужно нам еще сейчас взять 7 редстоуна, точнее 7 кварца, извините. Соединить это все с редстоуном. Все, теперь сейчас мы немножечко наполируем, так скажем. А далее нам нужно будет сейчас обязательно сделать еще 7 латунных корпусов. Кстати, нам, возможно... Да, нам, к сожалению, не хватило. Я забыл, кстати, как делается. Песок и бумага. Готово. Теперь, значит, что? Мы, получается, можем сейчас взять еще 7 андезитовых сплавов и соединяем это все вот таким вот образом. Или с чем я забыл? Или с листами, да? Да, все верно. Все, 7 лампок есть. Теперь берем, кстати, как раз 8 латунных слитков, но, правда, нам нужно 7. И нам нужно сейчас взять также... Ау! Вот это неприятно. Да, друзья, если вы будете подходить на этот дымочек, то будет вам чуть-чуть неприятненько, я бы сказал. Давайте делаем сейчас, вот, видишь, латунные корпуса. И... Ай, да хватит меня обжигать! Также нам нужно сейчас взять, сделать, получается, 1, 2, 3, 4, 5. Зачем? Подожди, я же доски. Надо сейчас еще сделать 7 верстаков, для того, чтобы мы могли сделать все эти предметы. И нам остается лишь, по сути, все это соединить. Все, механический сборщик 21 штука есть. Нам вроде бы как раз для колес нужно 21 штука. Раз. Давайте поставим это куда-то вот сюда. Это довольно интересный предмет на самом деле, потому что это на самом деле целый механизм, который на самом деле обладает очень интересными свойствами, о которых я сейчас вам обязательно расскажу, да и в целом покажу. Смотри, для того, чтобы нам взять эти колеса дробления, в целом много ума не надо. Просто куча андезитового сплава, по центру тут 4 доски и камень. Все, ума, я же говорю, ума тут много не надо. Но единственный нюанс заключается в том, что нам это все нужно соединить. Видишь вот эти вот стрелочки, которые указывают куда-то в другую какую-то сторону? Эти стрелочки нам нужно будет поменять, дабы эти все предметы здесь соединились. Чтобы это сделать, нам нужен специальный ключ какой-то, если не ошибаюсь, вот этот вот гаечный, который нужно сейчас нам обязательно сделать для того, чтобы управлять, но по факту на самом деле всеми инструментами из крейта, прям, реально всеми предметами. Поэтому мы сейчас это обязательно сделаем. Также дай мне одну шестереночку и палочку. Спасибо. Все, у нас есть теперь и эти штучки. И смотри, гаечный ключик. Также, на самом деле, я бы желательно сделал еще очки инженера, вот эти вот. И, кстати, я же говорил, я хотел сделать еще себе стрессометр и спидометр. Я об этом не забыл, друзья, все в порядке. Сейчас мы это обязательно сделаем, только мне нужно еще 2 андезитовых корпуса, если я не ошибаюсь. И, ребят, кстати, у меня еда закончилась. Да, у меня все, у меня закончилась еда. Все, капец. Смотри, спидометр и стрессометр. Как понять, сколько у меня всего? Можно поставить сейчас вот параллельно вот здесь. Вот, видишь, все нормально теперь работает. Сейчас мы наблюдаем то, что, вот, видишь, какие-то красные там доходят до какого-то предела. Здесь такая вот непонятно ничего. Для того, чтобы нам понять в целом, что здесь происходит, да, какие тут значения везде, нам как раз нужны вот эти инженерные очки. Делаются они предельно просто, только для этого нам нужно еще будет сейчас один золотой слиток обработать в лист. И как раз таки, собственно, у нас будет все готово. Также, на самом деле, я не знаю, есть ли у меня стекло. Да, стекло у меня есть, нитки у меня тем более есть. Отлично. Также, кстати, в прошлой серии мы столкнулись с тем, что у нас нету как бы чародейского стола. Я еще говорил в прошлой серии то, что хочу сделать хороший чародейский стол. Пока руки, к сожалению, не дошли. Пока что это лишь временно. Вот. Но мы делаем инженерные очки.
Теперь мы можем их вот так вот одеть, и наводя на любой абсолютно механизм, видишь, можно прочитать про него информацию. И вот, допустим, тут 64, тут 128, тут 256, тут вообще жесть. И мы можем теперь навестись на стрессометр и посмотреть, сколько же здесь нагрузки. Вот, как можете заметить, на данный момент у нас оставшаяся мощность 64 энергии. Ну, буду так называть. Скорость у нас 32 оборота в минуту. У нас всего лишь 64 осталось, видишь, из 512. То есть, условно, если я поставлю сейчас еще один вентилятор, у нас будет работать система прям на пике своих возможностей. Но для того, чтобы это не происходило, да, для того, чтобы здесь все нормально работало, нам нужно увеличить эту мощность. Есть два варианта, даже, на самом деле, довольно много вариантов это сделать. Первое, это устанавливать очень много необычных водяных колес, а вот таких вот больших. Одно колесо добывает нам 512 энергии за вращение, да, то есть здесь 256, а здесь, естественно, получается побольше. Второй вариант, это у нас мельница ветряная, вот такая. Она вырабатывает, я не помню сколько на самом деле, вот видишь, до 8192, то есть, довольно много на самом деле, если так вдуматься. Но для этого нам нужно очень и очень много шерсти. И также есть еще один вариант, это у нас паровой котел до 65,5 тысяч энергии. То есть это уже, такие цифры, знаешь ли, не маленькие. Там мы сможем увеличить все буквально до небес. Скоростя имею в виду. Но, блин, к сожалению, сейчас это нам не посильно, потому что нужно угля, очень много всяких приколов, которые сейчас, к сожалению, мы сделать не сможем. Поэтому эту идею пока мы оставляем на потом, а сейчас пока нам нужно будет сделать водяные колеса побольшего формата, ведь нам нужно делать колеса дробильные. Они тоже очень много хавают. Если даже посмотреть, сколько они хавают, сейчас я вам покажу. Вот, 8 оборотов в минуту, но это вранье. На самом деле они потребляют гораздо больше. Вот, и что нам для него надо? Нам для него надо любые 8 досок и 2 любых камня. То есть тут тот же самый сгодится. Также нам нужно сейчас сделать же, получается, очень много колес. Правильно? Правильно. Значит, мы берем кучу валов и делаем сначала обычные водяные колеса. Давай штучки 4 сделаем. И вот эти вот тоже сейчас мы поломаем. Да, я хочу сейчас эту систему немножко увеличить, для того, чтобы она нам вырабатывала гораздо больше. Ну и превращаем это все в большое водяное колесо. Работать оно тоже будет так же самое, как обычное, но для этого, конечно, ему будет надо чуть-чуть побольше, как вы можете заметить, местечко. Да, как можете заметить, ему нужно будет гораздо больше места, поэтому нам сейчас нужно будет вот здесь увеличивать эту территорию, если не ошибаюсь, 5 на 5. Да, то есть сделать, получается, у нас сколько? 6 колес, значит, нам нужно будет сейчас его на ту сторону подвинуть немножко земельку, для того, чтобы поставить нормально наши колеса. Ну и, естественно, еще на один пол вниз. Точнее, на один уровень. Моя, лопата сломалась. Вот это вообще неприятно. Ну ладно. Давайте устанавливаем все 6 водяных колес. Да? Не, подожди. Перед этим. Зачем? Я же могу вот так вот делать. Да, смотри, мы можем благодаря этому ключу с зажатым шифтом делать, пожалуйста. Собственно, а что нам надо? Давай сначала мы воду разольем, а то я что-то так поспешил внезапно. Уже начал ставить водяные колеса. Вот это уже то, что нам надо. Здесь мощности будет гораздо больше. Это, если не ошибаюсь, 3000. Но, правда, есть нюанс в том, что нам нужно сейчас вот это все поломать. Потому что нам нужно будет это чутка переставить. Но ничего страшного, в целом, порядочек. И теперь мы можем спокойно сейчас выводить с помощью чего? С помощью наших коробок передач спокойную энергию. Только нам нужно будет еще сейчас одну сделать. Потому что сюда нужно еще передать одно вращение. На самом деле есть какой-то более, знаешь, такой, если не ошибаюсь, более экономный способ передачи всех ресурсов, но пока довольствуемся этим. И вот, пожалуйста, оставшаяся мощность 3000. Ну да, медленно это все пока работает, это 100%. Давайте увеличим немножко мощностям. Увеличим, вернее, скорость. Для этого желательно взять побольше немножко шестереночек. Вот. И смотри, что мы сейчас делаем. Ставим сначала большую, потом маленькую. Потом большую, маленькую. Поломалась. Большую, маленькую. И вот так вот, видишь, до таких предельных мощностей, что это просто жесть. Вот, смотри, как она теперь быстро крутится.
Оп, видишь, как она быстро теперь крутится? Это, кстати, очень хорошо, на самом деле. И теперь нам нужно как-то еще... Блин, нам еще, получается, нужна передача. Такое себе. Ну ладно, окей, не проблема. В будущем, конечно... Хотя, на самом деле, мы можем даже сейчас, если не ошибаюсь, это сделать. Регулятор скорости вращений. А, нет, не сможем. Нам нужен механизм точности. Это вот такой, собственно, крафт, который на самом деле чутка жопный. Ну, а что тут? 5 раз нужно вот этот вот крафт сделать, на самом деле. 5 раз, на такое себе. Черепаха, здорово. Тебе сейчас немножечко тут валами пришибет чуть-чуть. Оп. Все, смотри, у нас сейчас, конечно, очень сильно подупала мощность. Точнее, наоборот, увеличилась. Точнее, наоборот, уменьшилась, потому что больше начало потребление. Но скорость теперь у нас быстрая. 128 оборотов в минуту. И да, видишь, у нас теперь дальность достигает вон аж туда. На самом деле, вот этот вот вентилятор у нас не ускоряет переплавку, а лишь, если я не ошибаюсь, лишь увеличивать дальность. И все. Но и остальные механизмы работают гораздо быстрее, да, если условно вот взять сейчас, я не знаю даже, что можно взять. Давай железо еще покажу вам, как это работает теперь, да? Или нет, или не, у меня есть другой. У меня есть другой более интересный вариант. Смотри, мы сейчас возьмем всю медь. У меня же теперь довольно много цинка, мы сейчас сделаем латунь, потому что нам это надо сейчас будет. И давай сейчас мы переплавим сначала всю эту так называемую медь. И также, кстати, желательно поставить где-то механические сборщики. Ну, я думаю, где-то вот тут их можно будет поставить. В целом, я думаю, довольно прикольное местечко будет для них. И если что, не переживайте, руды у меня там не сгорят, они себе спокойно будут втыкать, себе спокойно сидеть. Блин, у меня, конечно, верстак закончился. Точнее, не верстак, у меня топор сломался. Это беда, надо сейчас пойти сделать алмазные вариантики. Я не знаю, хватит ли... Блин, смотри. Мне просто идеально хватит. Просто вот смотри, идеальнейше мне хватило ровно на инструменты. Блин, на самом деле у меня еще еда заканчивается. Вот это очень, прям очень видно, потому что нам нужна еда, ну что-то кушать. И, кстати, еще же нам нужно не забывать о наших друзьях, вон тех, свинки. Нате, держите, друзья, плодитесь. Также курочки, которые несут здесь яички. Давай, друг. Ну ладно. Зато вот, смотрите, теперь у нас тут чуть больше свинюшек. Естественно, мы можем в будущем взять еще и ферму свиней, вот этого всего, но не сейчас. Что я хотел? Медь точно. Дай мне меди кучу. Спасибо. И смотри. В теории мы сейчас можем создать очень много так называемых латунных слитков. Но чтобы это увидеть наглядно, нам нужно взять очень много угля. Потому что сейчас он тратится будет довольно быстро на самом деле. Ну, хотя нет, кстати, можно использовать на самом деле даже не уголь, можно использовать на самом деле вот условно тоже дерево. Вот, то есть условно мы сейчас можем, вот видишь, закидывать дерево, и это будет работать так же само, как и с углем. Мы закидываем 35 меди и 35 цинка, и смотри, как это быстро делается. Оп, 2 слитка, оп, 4 слитка, оп, уже 6 слитков, ой, а уже 8, уже 10, уже 12, и уже не забываем 14, и уже, кстати, 16. Вот, да, вот такие скоростя, вот это круто. Что касаемо вот этих приколов, смотри, для того, чтобы нам сейчас все круто сделать, вот, видишь, я теперь могу их направлять в любом, так скажем, направлении, так скажем. Нам нужно сделать так, чтобы наши колеса как-то выходили откуда-то. То есть, смотри, условно сейчас... Не, ну они, окей, давай как-то вот так. Вот так сделаем. Смотри, мы берем кучу андезитового сплава. Закидываем по одной штучке вот таким вот незамысловатым образом. Готово. Теперь нам нужно поставить по центру какой-то туф и условно доски. Готово. Но теперь нам нужно придать вращение любой на самом деле здесь стороне. То есть условно мы можем придать то же самое вот этой вот условно стороне. Да, то есть можно взять кучу шестерней и просто вот таким вот образом передать вращение на вот эту всю конструкцию. И вот смотри. Видишь, пошел процесс. Он, конечно, будет медленный, но уверенный. Вот, видишь, потихонечку все собирается. И если я не ошибаюсь, должно собраться все правильно. Да, все должно собраться правильно. И смотри. И... Опа! Мобильные колеса. Да, нам эта штука позволит делать очень крутые вещи, потому что благодаря этой штуке мы сможем, во-первых, дробить все руды и получать опыт. Во-вторых, мы сможем создать ферму железа, золота. Да, на самом деле много чего на самом деле, но нам нужно, пока не знаю даже, что нам на самом деле нужно. Так, мы можем, да, понятное дело, то, что мы можем их сейчас поставить, но пока я их оставлю вот здесь, пока они мне не сильно нужны, пока они пусть валяются тут, пока, что, по крайней мере,
Пока они пусть валяются там. В будущем, конечно, обязательно мы их будем использовать. Сколько у нас мощности осталось? 608. Прикинь. Это с учетом того, что я поставил вот такое количество огромных колес. Такое себе на самом деле. И это еще даже близко не предел, потому что в будущем мы будем создавать это все автоматически. Ну, по крайней мере, у меня есть к чему сейчас стремиться. У меня сейчас есть стремление к тому, чтобы сделать автоматизацию. Ну как автоматизацию? Не автоматизацию, а хотя бы просто сделать крафт механизма точности. Потому что в будущем нам понадобится для многих вещей, допустим, для фабричного контроллера, для контроллера поезда, для механических рук и для регулятора, соответственно, скорости. Также, если не ошибаюсь, вот здесь он для чего-то нужен, если я не ошибаюсь. Да, он нужен нам для картофельной пушки, для длиннохвата и для жезл симметрии. Точнее, симметрии. Самое главное то, что здесь для нас пока что нужно, это вот этих вот 3 предмета. Контроллер поезда, соответственно, механическая рука и регулятор скорости вращения. Но для того, чтобы это создать, нам нужно вот такой вот проделать путь. То есть это 3 депо, 3 руки, 3 всяких прикола. И так повторить каждые 5 раз. То есть каждые 5 раз нужно потратить, чтобы создался механизм точности. И то с 80% шансом это только создастся. Это тоже нужно учесть. И для того, чтобы нам это все сделать, нам нужно потратиться довольно капитально, потому что нам нужно сделать сейчас целых 3 депошки. Для этого нам нужно, кстати, довольно много вещей. Вот, спасибо. Я не знаю, правда, где это все делать. Давай где-то будем вот тут это все проворачивать. Смотри, для того, чтобы нам все круто, классно сейчас это делать, нам нужно как-то это все автоматизировать. Логично, правда? А для того, чтобы это все автоматизировать, нам нужны специальные ремни. Если не ошибаюсь, так и пишется. Вот, механический ремень. Это у нас сушеная ламинария. То есть, условно, просто пойти в какой-то океан. Вот, допустим, вот в этот вот, да. С деревни сейчас пойдем. И взять... О, привет, пес. Ты внезапно, конечно, ко мне телепортировался. И пойти просто добыть немного ламинарии для того, чтобы нам, ну, во-первых, сделать ремни, а во-вторых, встретить змею. Ну, а во-вторых, естественно, мы можем в будущем сделать автоферму. И мать, вот здесь начал появляться. Меня здесь не было буквально пару серий. А тут уже вот такая... Ауч. Ну, может, хорош? Какой? Да, кстати, здесь на самом деле красиво, потому что здесь коралловый риф. Но проблема в том, что в коралловом рифе не спавнятся ламинарии. Они спавнятся только в холодном... Ну, не только в холодном, он еще спавнится в глубоком океане. Даже если это условно теплый. Вон там вроде бы у нас... Не, я все равно не вижу. Плохо. Вот, друзья, смотри, я нашел. Кстати, здесь почему-то песок. Просто потому что всплывает песок. Ладно, окей. Давай сейчас немножко нырнем и добудем довольно много ламинарии. Я думаю, все знают, как это делается. Делается это вполне себе просто. Просто ломаешь и добываешь. Все. И вот таким потом образом все это подбираешь, потому что это все всплывает наверх. Ламинарии нам нужно будет очень много. Я бы сказал, прям дохренище, потому что только благодаря 7 штучкам сушеным делается лишь 1 ремень. Поэтому нужно будет еще делать автоферму ламинарии. И это делать желательно в очень скором времени. Окей, ну а тем временем я уже дома. И да, с помощью огня можно это все переделывать, но мы это будем делать в обычных печках, потому что почему бы, собственно, и нет. В любом случае, сейчас мы как-то автоматизировать это все. Ну, не сильно прям сможем, потому что, во-первых, нам нужно 3 руки, те самые, которые вон там сейчас работают. Во-вторых, нам нужно будет это все делать 3 раза, для этого куча надо будет валов, но для этого куча андезита. А андезит это диорит и булыжник, а это у нас кварц. А кварц это у нас песок душ или золото. А песок душ это у нас просто обычный песок. А песок в том числе это просто гравий, а гравий это у нас булыжник. То есть нам нужно очень много булыжник. Это как раз таки, кстати, цель на следующую серию, для того, чтобы создавать нам андезит в большом количестве. Да, поэтому, что же, на этом я буду тогда постепенно заканчивать данную серию. Да, друзья, на данный момент у меня выходят серии наперед, то есть, условно, вот прошлая серия нейрогенеза, она вышла уже, но новый сезон Затмение миров. На данный момент даже еще 1 серия не вышла, хотя уже снята и 2 серия. Да, друзья, потому что у меня уже, скорее всего, в телеграм-канале я уже успел уведомить об этом, да и, скорее всего, я уже нахожусь в больнице. Меня ждет операция, поэтому, друзья, не теряйте. Сейчас серии выходят гораздо реже, но будут выходить, поддерживать потихонечку будем контакт, поэтому я с будущего, привет тебе.
желать тебе выздоровления, надеюсь, все прошло гладко и все будет хорошо. Да, друзья, поэтому, скорее всего, возможно, будет еще одна серия затмения миров. Третья, получается. Ну, либо еще одна серия нейрогенеза. Честно, я не уверен, потому что мне это еще нужно все монтировать. У меня сейчас на календаре 4 февраля. Мне это все нужно успеть смонтировать, выложить в том числе, сделать все остальные превьюшки, вот это все до 6 числа, да, то есть до ночи 6 числа. Поэтому надеюсь, что вы оцените мой труд, потому что, ну, действительно, на самом деле, это тяжелое сейчас занятие для меня, потому что я еще и болею, как вы можете слышать, наверное, по моему горлу. И записывать такие серии наперед, это, конечно, немножко я делаю в убыток себе, но что же тут делать? Надо, поэтому делаем. Да, поэтому не забывайте, что сборочка и мир обновляется. Да, то есть сейчас вы можете зайти на ссылочку в описании под серию и обнаружить, что там есть сборка, а там и у нас находится. И вы можете зайти и спокойно играть на данном мире, как и я вот сейчас. И также, что, спасибо всем огромное за просмотр данной серии, друзья. Да, подписывайтесь на канал, также не забывайте подписываться в телеграм-канал, там выходит довольно много всяких интересных новостей и важных новостей в том числе, поэтому буду всех готов раз видеть и обязательно подписывайтесь. И что еще могу пожелать? Всего самого наилучшего. В следующей серии мы обязательно попробуем заняться автоматизацией Create уже потихонечку. Но и также нужно не забывать, что нам нужно изучать другие моды. По типу идти дальше в Twilight Forest, убивать Лича или условно заниматься какими-то другими модами. Ну и с каждой серии, естественно, добавляются моды. Поэтому пишите свои пожелания, да, какие моды добавить в список. Да, то есть я моды не добавляю, я их добавляю в список. И каждую серию мы моду из инвентаря добавляем, соответственно, в сбор. Поэтому, да, пишите обязательно в комментариях. Ну а на этом пока все. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения. До скорой встречи, друзья. И еще услышимся. Пока!